Привет, это Иван Калин, и сейчас я проведу свое первое в жизни интервью с самим собой. Буду отвечать на ваши вопросы. Если вы помните, я просил задать по одному вопросу, поэтому те, кто задавали несколько вопросов, я буду смотреть выборочно. Все, поехали. Как давно вы переехали? И как пришла идея петь песни на улице? В 2017 году я начал петь на улице. А идея ко мне пришла еще задолго до моего уезда. Вы счастливы в Испании без своей родины? Людмила Ижевск. Я в Испании счастлив, а родина, она у меня в душе. Все, что мне так дорого в этом мире, все, что я для себя храню, проходя мой путь жизненный, все это и есть моя родина. Какая ваша любимая песня, исполнитель Дмитрий? Ну, чтобы так сказать, любимых у меня нету. Я музыку слушаю под настроение. Бывают периодами, мне нравится одно, потом другое меняется. Не зацикливаюсь на одном. А если выделить что-то, то я вспоминаю, когда я услышал впервые песню Эндрю Доналдс «Simple Obsession», «Простая одержимость», и я очень сильно прочувствовал, и мне очень сильно понравилась музыка. И я долгое время просто наслаждался, и я считаю, что такую музыку можно, скажем так, достать, уловить только если ты находишься где-то высоко. И, на мой взгляд, незаслуженно этот исполнитель остался без внимания, и эта песня также незаслуженно не набрала своей известности. Хочу вас спросить, собираетесь ли вы петь на какой-то сцене или останетесь на улице до какого времени? Светлана, город София, Болгария. Моя сцена – это вот она перед вашими глазами, самая настоящая, где я счастлив видеть настоящие эмоции людей, ничем, никем не подкупные. Поэтому у меня нет чувства неполноценности. У меня, наоборот, есть чувство полноценности от того, что я даю, того, что я получаю. А где петь, на какой сцене, тоже не важно. Когда есть искренний слушатель и слушательница, то да даже хоть это будут птицы, я всегда чувствую и замечаю всегда, кто меня слышит. Какие у вас планы на будущее? У меня есть мое настоящее, а планы я не строю на будущее, чтобы не зависеть от них и потом, скажем так, с течением изменчивости обстоятельств не изменять их. Поэтому я живу в своем настоящем. А мое настоящее – это то, что я сейчас здесь чувствую,
И завтра уже это может быть немножко по-другому. И не только это зависит от меня, но и от внешних факторов. Что-то, какие-то обстоятельства в мире меняются, и наши планы могут просто сойти на нет. Поэтому я предпочитаю реализовывать свои желания, идеи, такие краткосрочные. Но в целом, конечно же, я свою жизнь вижу такую, и которую я имею сейчас. Самое главное, я уже делаю. Скажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь, кроме уличного пения? Петербург. Живу. Если говорить о увлечениях, то это мне очень нравятся физические упражнения. Люблю бег, люблю силовые упражнения, люблю природу, прогулки на пляже, море, встречать хороших людей, общение. Я бы сказал, люблю все то, что в себе несет хорошую энергию. Иван, кто ваши родители? Папа у меня зубной врач, а мама учитель русского языка и литературы. Простые, хорошие люди. Им за все спасибо. И из Италии пишет человек. Ну, тут не вопрос, а пожелание всего доброго на пути, пускай встречаются хорошие люди. Это очень важно. И что это важно для всех хороших людей, чтобы у них встречались такие же люди, как они, и миновало все остальное. Когда я пою на улице, и песни голосом, музыкой притягиваются, я вижу, это хорошие люди, я всегда мысленно, на слова, я желаю, чтобы у них все хорошо складывалось. Они этого заслуживают. Как вы подбираете репертуар и есть ли у вас помощник? Северный Кавказ, Пятигорск. Сам подбираю по своим ощущениям. Я могу проснуться, и мне какая-то придет мелодия известной нам песни. И если она проникнет и совпадет с моим настроением, то таким образом я и потом делаю выступления, и вы слушаете их. Помощника нет. Вот, помощник. Если говорить о самих съемках, то, конечно, у меня помощник – это оператор, который мне очень помогает. Ему спасибо и привет. Если была бы возможность изменить одну вещь в своем прошлом, что это было бы? Вот такие вопросы я люблю, уже более глубокие. Я бы еще раньше приехал в Испанию. Есть ли у вас друзья испанцы? У меня есть друг из Республики Доминикана. Мы с ним познакомились, я снимал комнату, мы вместе жили с ребятами испаноговорящими. И хороший, очень искренний человек. Друг другу помогаем. Я рад, что в жизни он мне встретился. Просто так не встретишь.
Иван, как вам поется, когда мимо вас снуют люди, не обращая на вас и ваше исполнение? Или для вас важно действие, а не признание? Да, конечно, для меня важно, что делаю и даю этому миру я. Потому что я отвечаю за себя. Это мое действие. А действие других – это действие других. Признание, оно внутри. Я вижу этот мир таким, какой он есть, реальным. И в этом его особенность, то, что он и не должен быть каким-то одним, каким мы себе его бы хотели нарисовать. Потому что если даже все время будет все вот как ты хочешь, вот так идти, все равно течения, они постоянно меняются. И у нас, и у нашего настроения. И всему тому есть причины. Но в целом есть основные, наши истинные ценности, которым, я считаю, нам нужно придерживаться. И этот мир делать лучше. Есть ли мечта и какая? Есть. Она перед вашими глазами и вашими экранами, что самое ни на есть мечта. Вы производите впечатление счастливого, самодостаточного, свободного человека, но все же хочется ли вам попасть на большую сцену? Знаете, я уже на своей сцене мечты. Сложно еще представить более лучшую сцену, когда человек просто случайно тебя видит, слышит и тоже не готовившись ничего выражать свои эмоции по-настоящему. Это моя большая сцена. Их много, я каждый раз их меняю и каждый раз нахожу ту сцену, которая мне больше всего нравится. Это может быть просто пляж. Это может быть какой-нибудь пирс прямо возле моря. Это может быть какая-нибудь красивая улица, улочка в Испании. Это могут быть горы. Этих сцен у меня очень много, и все они свободные. И никто на этой сцене мне не говорит: тут не то, там не так, тут не так спел, это не пой, это то пой, ты должен здесь вот это, а вот это, а если ты не сделаешь... Таким образом я реализую себя настоящего. Я слушаю себя и выражаю себя, а не кого-то или что-то через себя. И поэтому я счастливый, поэтому я могу чувствовать это чувство счастья. И я уверен, что вы тоже его вместе со мной чувствуете. И иначе бы вас бы здесь не было. Откуда вы, где ваши корни? По папиной линии наши прадеды, прабабушки из Сибири. Улан-Удэ, как я немножко слышал, вот оттуда. Музыка и песни – это ваше хобби? Это моя жизнь. Это моя страсть. Я выхожу петь на улицу, потому что это моя страсть. И потому что улица дарит мне свободу. Вопрос, вы почему меняете слова в песне?
вам не нравится текст оригинала. Я по своим ощущениям иногда, бывает, меняю слова, потому что через мою душевную организацию некоторые слова не проходят, и я их не одобряю. И это просто мое видение. При этом всех оригинальных исполнителей, которых любят очень многие, ни в коем случае я не хочу как-то их обидеть, либо что-то, чтобы они подумали. И я привношу всегда только хороший смысл в песню. Доброе время суток. Был ли ты когда-нибудь на Дальнем Востоке? Юрий Хабаровск. Нет. Я не был на Дальнем Востоке. По простой причине, что это все далеко очень. И не было такой причины, чтобы туда ехать. Но я надеюсь, что все-таки я познакомлюсь с Сибирью, с прекрасными там людьми, у которых сильный дух. Всем привет. Все будет хорошо. А ты веришь в Бога? По моим личным ощущениям, я на этот вопрос отвечу так, что я не верю, я чувствую. Все, что связано со мной, я стараюсь чувствовать. И, конечно же, я всегда чувствую Создателя, которого мы называем Бог. И есть моменты в жизни, когда мне жизнь, знаки, какие-то происходящие действия, которые мне помогают и успокаивают, в некоторых моментах спасают даже. И я точно знаю, что это не какая-нибудь просто случайность из случайностей. Во всем это своем стоит объяснение. Что может привлечь ваше или привлечь вас да настолько, насколько может музыка? Но если говорить, что музыка – это моя страсть, то страсть – это может быть как сильное чувство. Ну, например, есть у нас чувство любить кого-то или что-то. Это то же самое. Я очень люблю, скажем так, физические упражнения. Профессиональным спортом я не занимался, но всегда мне помогает чувствовать себя прекрасно. Это моя основа жизни. Это движение в виде физических каких-то упражнений. Это может быть место какое-нибудь. Я имею в виду, в котором ты когда-то побывал, и после этого понял, что это место тебе так дорого. Сначала не понимаешь, почему, возвращаешься к нему, и с каждым разом оно все для тебя становится ценнее. И потом уже совсем с этим местом у тебя очень много воспоминаний, и оно тебе так дорого. Это можно отнести к сильным таким моментам в жизни, к сильным чувствам. Оказавшись перед Богом, какой
какой бы ему вопрос задали? Олег Задонск. Это сильный вопрос. Если я представлю, что будет такая ситуация, что действительно я буду в ситуации, когда передо мной будет вот это сильное, я представляю, это энергия, как энергия, наш Создатель. И если мне что-то нужно будет говорить, хотя я не могу это так представить, что мне надо языком что-то будет спрашивать, говорить. Но я точно знаю, что я буду благодарить. В какой форме это будет? В любой. Я буду благодарить за все то, что у меня есть. И больше мне ничего не надо. Чувство единое, благодарность у меня будет. Испытываешь ли ты волнение перед выступлениями? Раньше, когда все только начиналось, мои первые какие-то выступления, я очень сильно волновался, и я боялся выходить на сцену. И было такое, что я не знала, как я буду справляться. Да, я хочу петь, говорил себе, но как я буду выходить, это было самое сложное, как я буду с этим справляться. И проходил я через сильные волнения, моменты неловкие, какой-то такой растерянности. И все это не помогало самому исполнению. Когда волнуешься, меньше всего получается. Но потом, когда уже я приехал и стал выступать на улице, вот именно тогда я совсем по-другому себя стал чувствовать. Поменялось все на чувство какого-то расслабления, получения удовольствия от того, что я делаю, от того, что я получаю какой-то полет. И я считаю, что так и должно быть у нас, у всех, потому что чувство волнения, какого-то страха, оно нам не помогает. И оно в себе несет совсем какие-то другие корни. Я не отношу это к свету, к добру. Просто задать себе надо вопрос, а почему мы волнуемся? А что такое, какая такая ответственность нас обязывает, чтобы мы волновались? Наоборот, надо эту жизнь проживать в расслабленном, свободном внутреннем состоянии, кайфовать от того, что нам дано. И тогда у меня получается себя слушать, к себе прислушиваться, и исчезают какие-то причины для того, чтобы я чего-то боялся. Потому что это какое-то чужеродное, не мое родное, это чужеродное воздействие, которое бывает порой другими, только усиливает его. Поэтому баланс с самим собой
и дало мне вот это вот понятие. А почему я должен чего-то бояться, волноваться? Почему я не могу кайфовать просто? Когда у меня получалось расслабляться, да и голос, и я, и все просто совсем иначе летит куда-то в свой полет, и все реагируют куда позитивнее, лучше, и тоже расслабляются в округе. Если я волнуюсь, то и окружение подхватывает мою энергетику. Если я расслабленный, все классно, окружение тоже расслабляется и кайфует. Вот это здорово. Учились ли вы в детстве в музыкальной школе? Если да, то по какому профилю? А-ля Сахалин. Я закончил музыкальную школу по классу аккордеон. До того, как я, скажем, переехал в другую школу, я начинал с фортепиано. Но так с инструментами я сильно и не подружился. Я просто выполнил все школьные программы, сдал экзамен, так вот выучил, все, отыграл, поставил, и все пылилось, стояло там потом. А вот с пением это всегда. Я с ним везде и всегда. Даже когда шел в музыкальную школу, я пел, обратно после школы домой пел. А все, что было в музыкальной школе, не очень-то мне все и было, так скажем, в кайф. Так. Что ты будешь делать завтра, если умрешь сегодня? Да. Вопрос неоднозначный, и вариантов у меня, как я его воспринимаю, несколько. Если его понимать так, что физическое тело сегодня прекратит свою деятельность, и что я буду делать завтра? Но тогда я это завтра просто приму таким, какое оно будет. Если же это понимать так, что не умирает само физическое тело, ты продолжаешь жизнь, но ты уже не можешь делать то, что делал, а завтра уже наступает изменение, но ты все еще находишься, все еще живешь, но уже как бы умер. Ты как твоя полноценная энергия, которая давала в этот мир все то, что у тебя было внутри. Тогда я буду делать все возможное, бороться, чтобы исправить эту сложную ситуацию. В любом случае мы закреплены за нашим телом. И пока тело живет, мы находимся в нем. Наша душа, энергия находится в нем. Это как я это ощущаю. И далеко не всегда это так просто и легко. У каждого из нас свои испытания. Мы проходим испытания. Если же это подразумевает вопрос, что я вижу после физической смерти тела, то я вижу продолжение моего полета, пути, но уже не в этом теле.
Это может быть новая жизнь в другой материи. Конечно, доказательств нет, и в этом я вижу свой смысл моего существования, что нам не даны эти знания, ответы на вопросы, чтобы мы сами достигали за счет своего жизненного опыта знания, совершенствовались и постигали смысл, предназначение. В любом случае, как бы ни было, я приму это завтра и буду дальше действовать по обстоятельствам. Есть ли у тебя татуировки и как к ним относишься? У меня татуировок нет и никогда не было. Никогда я их себе и не хотел. Мои татуировки, рисунки – это мое тело, которое я строю за счет упражнений физических. Это мускулатура, это и есть мое главное тату. Ну, в принципе, вот и все. Если я на какие-то вопросы не ответил, то, может быть, это пока не время. Если что-то личное, то это любит тишину. Ну, на самое, что я считаю интересное и главное, все, что связано с моей творческой деятельностью, с моим восприятием мира, естественно, я с удовольствием с вами делюсь. На сегодня это пока все. Ну, книга у меня не имеет последней страницы, где все, конец. Она постоянно будет находить что-то новое, интересное. Я буду с вами делиться. Вот. Вы, конечно же, делитесь со мной своим мировоззрением. Мне тоже интересно читать ваши мысли, ваше восприятие мира. Я считаю, что в этом и вся прелесть, то, что мы разный, мир разнообразный. Но для меня важно, чтобы в мире, я бы так сказал, я счастлив, когда я вижу счастливых людей. И я испытываю неприятные эмоции, когда я вижу страдания людей. Личные какие-то трагедии, которые просто сложно это все принимать, но ты понимаешь, что это реальность мира такова. И это еще один урок, который нужно пройти и понять, почему все так, а не иначе. Спасибо вам большое за вопросы. Я впервые за все время, можно так сказать, общаюсь со своими слушателями и слушательницами путем ответов на вопросы. И я ценю ваше внимание, ценю очень ваши слова, сказанные. И их настолько много, что, как бы вы поймите меня правильно, это тоже сложно всех вас взять вот так вот и услышать одновременно.
Но я потихоньку, постепенно, по возможности читаю ваши желания, ваши впечатления, эмоции. И это меня мотивирует, заряжает продолжать дальше. Что до новых встреч, до новых моих выступлений с песнями и с тем, что я несу всем вам. Спасибо.